Ребят, в двух словах. В двух словах сейчас очень быстро. Вот этот ковер будет вот здесь на Андрюхе. Андрюха будет сидеть вот здесь. Серега будет стоять вот здесь. Я буду позади Андрюхи. Мы будем вываливать вот этот ковер-самолет и лететь на нем, ну, грубо говоря, сюда. Серега отваливается, снимает, Андрюха выпрыгивает, и я иду вдогон за ним, вот с этого прекрасного вертолета, и снимаю это все сзади сверху. Такой у нас план. План у нас прекрасный. И... Хочется сказать, ребята, вы ебнулись. Ну что, Андрюх, давай с Богом. Фу, Есть. Красота. давай с этой стороны. Фу, короче, пацаны, вот так вот обычно снимают в Голливуде, но у нас будет все по-настоящему. Кто по-настоящему делает? Только Том Круз, мы, ну и Данила Козловский. Зато Данила Козловский не летает на ковре. А я летаю. И в этом выпуске вы увидите, как обычный коврик из магазина стал моим личным текстильным вертолетом. Я покажу, как приобрел и сконструировал этот невероятно ненадежный летучий девайс. Мы с вами отправимся в трубу, где затестим, затюним и превратим обычную тряпку в настоящего монстра авиации. А напоследок я вообще улечу на другой континент, чтобы сигануть с вертолета и попробовать удержаться на этом текстильном бунтаре прямо в небе. И главное, мы с вами убедимся, что летать на ковре в жизни — это не полет под сладкие восточные песни. Это хаос, угар и борьба за выживание. Так что приготовьтесь. Будет жестко, местами глупо, временами страшно, но точно весело. Ведь впереди ковер, который не знает слова «стабильность». Приступим сразу к делу. А в нашем случае почти любое дело начинается с Шереметьевского аэропорта. Надеюсь, вы уже поняли, наша великая миссия заключается в покупке ковра, его тюнинге и последующем на нем полете в открытом небе. Испытательным стендом для столь серьезного задания послужит Пермская горизонтальная аэротруба, куда мы всем нашим дружным составом незамедлительно отправились. Короче, план такой: прилетаем, заселяемся, потом едем в Леруа Мерлен. Там мы покупаем трубу. Значит, самый главный вопрос: а кто будет ее отрезать? Короче, ребят, нужна труба пластиковая, нужна ножовка и, в общем-то, все. Ну и, конечно же, сам ковер. Его нам будет необходимо отыскать. Ковер непростой, по размеру 1,5 на 2 метра с подходящей жесткостью. Но об этом я расскажу позже. В общем, наше назначение было совсем не за горами, и уже спустя пару часов мы наконец-то приземлились в город Пермь. И встречает нас Пермь очередью на регистрацию, на заселение, на ресепшн. Давай еще, какие еще есть синонимы? Синонимов нет, просто хочется сказать, что город очень красивый, популярный, пользуется большим спросом у туристов, поэтому, извините, придется постоять. В очереди на заселение, которое продвигалось со скоростью эволюции улиток, мы стояли как древние воины у врат Вальгаллы. И вот, не успев распаковать сумки, с горящими глазами и бодрым настроением мы ринулись туда, где коврики выбирают не умом, а сердцем. Друзья, значит, Леруа Мерлен. Мы сюда приехали для того, чтобы купить замечательный, красивый персидский ковер. Для того, чтобы попробовать на нем полететь. Знаете, герой сказки Аладдин летал на нем, и у нас есть сомнение, что это возможно сделать. В общем, для того, чтобы эти сомнения развеять, мы пойдем купим ковер. Я предлагаю сначала полетать в аэротрубе. А потом
Попробуем полетать на нем в небе. По сути, план простой, как инструкция к огурцу. Выбираем коврик шириной с обычный размах рук и длиной чуть больше человеческого роста. В нашем случае это 160 на 220 сантиметров. Мы прикинули, что коврик должен быть не слишком толстый и достаточно гибкий. Ведь потом его придется постоянно складывать и раскладывать, и скорее всего в тесном летательном аппарате. А выглядеть он должен по-восточному шикарно, чтобы по нему не просто ходили, а с уважением ступали. Так, ну что, Дмитрич, думаешь, вот это вот нам подойдет такой? Не, я предлагаю все-таки взять какой-нибудь такой, ну прям персидский ковер. Надо проверять. Давай. Ну что, вроде норм, да? Да, подожди, вот эту штуку нужно завернуть. Угу. Так, а вот смотри, с ракетой, то, что нам надо. Но он коротенький. Ну, ты тоже не очень-то и длинный, я бы сказал. То есть я один кричу? А, смотри, какую вещь надо еще. Вот сюда вот нужно для жесткости какую-то трубу. Как считаешь? Да. Вот сюда. Я почему-то думал, что он будет выглядеть как-то вот так. Да, вот такой. Вот это вот прям Аладдин. Аладдин, да? Да. Ну, что-то они какие-то все маленькие. С ковром мы так и не определились. Визуально ни один не вызывал восточного экстаза, а главное, все были жесткие и не подходили по размеру. Решили здесь не брать. Зато с трубой вопросов не возникло. Она нужна нам для фронтовой жесткости нашего будущего тряпочного дирижабля. План такой: когда ковер все-таки найдется, свернем переднюю часть в рулет и вставим туда трубу. Будет конструктивно и управляемо. Отдел труб, кстати, впечатлил. В Леруа Мерлен находится целый храм ПВХ. Трубы на любой вкус, хоть под ковер, хоть под телескоп. Мы выбрали свою скромную, но с характером. Там же ее распилили. Как и положено в великих начинаниях, с первого раза ничего не вышло. Подходящий по размеру ковер удалось найти только на одном из маркетплейсов, который, к счастью, доставил его уже на следующее утро. Я героически съездил за этим половичком и отправился прямиком в аэротрубу, чтобы вместе с Дмитрием Юрьевичем и ковром приступить к планированию нашей текущей миссии. Так, в общем, подходим к этому делу ответственно. Вот наш коврик, зацените. Приехали мы в нашу любимую горизонтальную трубу Twinfly. Давай я покажу, смотри. Вот так вот. Мне сейчас красиво. Давай, Дима, встань вот здесь вот. План у нас не хитрый. Попробовать взлететь вот на этой штуке. Скорее всего, это не получится сделать вот прям так, поэтому нужно будет его модернизировать. Что думаешь? Слишком тонкий, да. Слушай, что-то надо делать. Как минимум крепление, чтобы за него... Потому что вот так ты его не удержишь. И как максимум надо нам каких-то спецов, чтобы... Я предлагаю поставить вот здесь вот ребра жесткости какие-то, да, нужны. Если даже Вот. не воздухозаборники. И нам еще нужно что-то Для ног. для ног, какие-нибудь, я не знаю, как это, пацы, да, то есть какие-то петли, чтобы вот ноги можно засунуть и ногами как бы его растянуть. Ну ладно, короче, смотри, вот сюда вот так вот мы завернем. И вот сюда вставим эту трубочку, которую мы приобрели. И здесь какие-то ребра жесткости нужны. Вообще по-хорошему, для того, чтобы у него была подъемная сила, в общем, надо будет нам создать крыло. Андрюк, ты не представляешь, как ты выглядишь вот так. Крыльев забил. Прям вот святой. Да. Так, пацаны, в общем, не знаю, как эта затея, насколько она вообще Реалистично? реализуема, вот, но попробовать надо. В общем, сюда ставим трубку. Допустим, худо-бедно, но рассказали вам план по первичной кастомизации нашего чудо-ковра. Не скажу, что время было на нашей стороне, и поэтому мы, недолго думая, оттелеграфировали нашим профессиональным друзьям из мира построения вингсютов и попросили их нам помочь. Задача была нехитрая, поэтому на наше счастье они оперативно согласились и принялись за дело. Хотелки у нас были довольно скромные. Организовать фиксированную систему скрутки для установки трубы, пришить лямки для ног и чтобы можно было натянуть, установить по бокам стальные трусики. Таким образом, в теории должен был получаться эффект белки-летяги. За счет натяжения руками и ногами создавался бы тот самый глайд-эффект в свободном полете. Звучит как будто бы не слишком сложно. Бонусом ребята пришили кармашек для радиомаячка, ведь вероятность потери в небе ковра была очень высока. В итоге все было оперативно сварганено, и наш кастомный коврик наконец-то отправился в аэротрубу на тестовые испытания в цепкие пальцы его будущего пилота. Так что прерываем включение из мастерской и переходим сразу к сути.
снова утро и снова Twin Fly. Мы с Юричем уже который раз заваливаемся сюда, как два ясных солнышка с камерами и очередными творческими потугами. К счастью, Артем Боровик, наш наставник и товарищ, всегда готов к нашим приколам и с привычным теплом и энтузиазмом встретил не только нас, но и ковер. Его же мы ему и вручили. И не теряя времени, Артем с ковриком отправились тестировать друг друга. Наш сенсей – мастер высшей пробы, поэтому мы решили не мешать и просто смотреть, как он будет справляться с этим ворсистым летающим вызовом. Логика была простая. Если у него не получается, то у нас уж тем более. А если получится, скажем, что так и задумывали. И сами пойдем летать. Также родилась гипотеза, что передняя палка будет только мешать грациозному полету. Поэтому первые тесты проходили исключительно на энтузиазме и на коврике без фронтального каркаса. Разумеется, все ожидания быстро разбились о суровую реальность. Сколько бы Тёма ни бился, ничего не выходило. В потоке коврик моментально превращался в облегающую марлю, которая, вопреки всему, еще пыталась покушаться на пилота при первой же возможности. Так, кто следующий? Азарт в глазах только разгорался, и никто даже не планировал опускать руки. В ход пошла палка, которая бодро влетела в конструкцию ковра, и мы отправились тестировать наш коврик заново. Разумеется, летать на этом девайсе было страшновато, поэтому мы аккуратно на слабом потоке и у сетки все-таки помогли взлететь Артему. И после удачного старта наконец-то сами почувствовали на своей шкуре этот безумный неуправляемый пепелац. Но тем не менее, это совсем слабо походило на управляемый полет, и в этот момент мы поняли, что эксперимент стремится к краху. В конструкции нашего звездолета нужно было что-то менять. Вот, Димыч, посмотри, как вот эта хреновина летает. И придумай, что надо с ковром сделать, чтобы он так же летал. Короче, практика показала, с палкой плохо, без палки еще хуже. Но благо Артем с помощью нехитрого приспособления наглядно нам показал, что нужно было бы сделать в ковре, чтобы прокачать его полетные характеристики. Нам же оставалось придумать, как это сделать. Лучиком света в нашем туннеле безысходности стала прекрасная девушка по имени Анна. Контакт с ней нам любезно предоставил Артем. У Ани своя швейная мастерская, и по роду деятельности она занимается починкой вингсютов. Она знает об их устройствах и конструкциях все. План заключался в том, чтобы придать нашему коврику жесткость, как в вингах, за счет набегающих потоков. Технически Аня предложила пришить на обратную сторону коврика специальный вингсют слой с воздухозаборниками и нервюрами. То есть благодаря набегающему потоку воздуха ковер должен становиться жестким, как та самая картонка, на которой совсем недавно летал Артем. Теперь давайте коротко разберемся, как работает вингсют, чтобы было понятнее. Вингсют – это такой костюм белки-летяги, который увеличивает площадь тела скайдайвера в несколько раз. Поток воздуха через специальные воздухозаборники наполняет нервюры костюма, и он превращается в такое жесткое крыло. За счет этого парашютист не просто падает вниз, а планирует, скользит по воздуху, теряя высоту постепенно и развивая при этом нехилую горизонтальную скорость. Вот такие же характеристики мы и хотели внедрить в наш коврик. Так что на словах конструкция выглядела хоть и сложной, но чертовски гениальной. Только представьте, вот эту сложную систему из клапанов и нервюр Анна забацала всего за один день. И это при том условии, что мы ее постоянно отвлекали от процесса своими творческими съемками. Но как бы то ни было, мы получили результат уже с утра. Аэротруба вовсю кочегарила в ожидании нас и ковра, поэтому мы сразу отправились тестировать наш летающий антистресс. Хочу обратить ваше внимание, что встреча такого классного специалиста, как Аня, ее решение, а главное супер шустрый пошив, это какое-то чудесное совпадение. Я серьезно, без нее этому выпуску не суждено было бы состояться. Так, ну в общем, сделали мы из этого нашего матрасика, добавили сюда воздухозаборники, здесь вшиты нервюры. Если кто не знает, зайдите в Википедию, там подробно это все рассказано. Значит, тапки вот сюда вот засовываем, очень удобно. Резиночки вот здесь вот. Здесь вот прикрепили вот такие вот, сделали вот такие крепы. Пока не знаем зачем, но наш инструктор сказал, что возможно это пригодится для дополнительной жесткости, пристегнув вот таким образом к себе. Смотрите, важная вещь. Мы почему-то подумали, что будет не лишним сделать здесь дополнительное ребро жесткости, и мы засунем вот сюда обычную ПВХ трубку. Возможно, это и не сработает, но как бы мы просто проверим с двух сторон, соответственно. Тём, тебе желаем удачи. В общем, Тёма вообще просто сидит грустно, смотрит на все это. Не убейся, брат. Если у тебя получится полетать на ней, то ты в небо пойдешь. Че? Как думаешь, с первого раза получится? У меня есть такое ощущение, что да,
но давайте посмотрим правде в глаза. Скорее всего, нет. Ну, в край, как я уже говорил, если мы такие никчемные с Юричем, Артему придется за нас эту работу делать. Настало время тестов. Еще в мастерской, когда я впервые увидел творение Ани, мне стало ясно, что эта версия ковра полетит. Артем с ним был очень аккуратным, с осторожностью, словно на необъезженном жеребце. Оно-то и понятно, ведь ожидать от этой тряпки можно было чего угодно. Но спустя пару минут пристрелок он все-таки оторвался от поверхности и взмыл воздух, словно японский летчик. Мое ликование сложно было скрыть, да и незачем. Я знал, что полетит. Ковер у нас оказывается волшебный, просто нужно было немножко доработать его. Надо признать, что с текущим опытом и налетом Артема было очевидно две вещи. Первое, этот ковер способен к полету и даже к какому-то управлению. Второе, что еще более очевидно, к этому ковру необходимо привыкать, и для комфортного перемещения по небесным просторам нужно набрать внушительный налет в трубе. Слушайте, ну, летает же. Сейчас еще надо немножко тренировки перед тем, как выходить в небо. Слушай, прежде чем вот со всем этим лезть в небо, нам однозначно Еще неделька нужна. неделька полетать здесь. Короче, хотели мы сегодня возвращаться в Москву, но, наверное, останемся мы здесь еще на недельку, чтобы прям отточить этот навык. Слушай, мы хотели это сделать экспромтом за 2 дня. Как оказалось, это такое мероприятие, которое вот так вот сходу не сделаешь. И чем больше мы погружались в организацию этого мероприятия, тем больше мы сталкивались со сложностями и закопались на более чем на неделю. Ну, я могу сказать, что нам повезло, конечно, что мы встретили вот человека, который помог нам вот это вот все сделать, что, в общем-то, невероятно. Разумеется, насмотревшись на Артема и его легкость в полете на ковре, мы, как наивные первокурсники, ринулись в трубу, чтобы тоже оседлать наш половичок. Мы понимали, что взлететь и управлять ковриком будет непросто, но даже не предполагали, насколько. Нужно отдать должное нашему тренеру Артему, ведь в его руках, несмотря на тщетные первичные потуги полететь, он все-таки поднял нас в воздух. Наслаждайтесь. На деле нам несказанно повезло с загрузкой аэротрубы. Каким-то чудом было довольно много полетных слотов. И мы с Юричем летали на этом стенде чуть ли не до посинения. Естественно, не обошлось без факапов и без разборов полетов. Короче, перед раскрытием надо было его сбрасывать. Вот я дважды отработал эту систему. И она реально работает. Просто вниз его бросаешь. Самое главное то, что идет сразу на разрыв и, Да. в общем-то, к тебе ничего не пристегнуто, не привязано. Это дополнительная безопасность. Терпение и труд, все перетрут. Получается потихонечку. Короче, основная идея в том, что нам нужно научиться со взлета уже быть одним. То, что мы его держим, и меня держит Артем. Это, да, окей для начала, но в целом это... Брат, я не знаю, как мы будем отделяться. Слушай, в какой-то момент мне показалось, что я прям поймал вот этот баланс. Но это только первый заход. Сейчас мы потреним и... Ну а так как этот девайс был создан на ваших глазах, инструкцию к его управлению мы, как настоящие летчики-испытатели, писали на ходу. И, во-первых, вначале нужно его смотать, но это правильно, это Артем подсказал, наполовину, чтобы встать. Потом скорость маленькая, типа 65, мы летали там в вингах на 78, да? Она нарастает, ты его разматываешь, и он тебе начинает сдвигать. А, разматывать надо? Ну, чуть-чуть ты его, он так раз, он тебя до горла доходит, и вот этот щиток, он тебя как винг. Мне почему-то хотелось рулить передней кромкой, мне хотелось ее опускать, поднимать. Ну, это просто... Так делать не надо. Ну, ты видел. В реале ты прям летаешь как в винге. То есть ты вот здесь его крепко держишь, вот этой штукой прям прижался к нему и начинаешь вверх, вниз. Ну, вот эта методика. Так будем осваивать. Что меня порадовало, несмотря на то, что как бы это ни звучало, то, что когда Дима убрался, ковер отлетел и, Да, это вот потащил его за собой. Мы какими-то... Мы что только не придумали. Прицепить его к себе, там, пришить его к себе. Это страшно. А вот в нем там падает. Ну, вот эти вот как раз-таки для ног паца, да. Он так слетел быстро. Просто я уж такой... Чуть не убил нашего оператора. Дима сказал, что терпение и труд все перетрут, и был чертовски прав. Ведь проведя 3 полетных испытательных дня в аэротрубе, мы настолько привыкли к коврику,
коврику, что сложилось полное впечатление о том, что коврик нам подчинился. Сквозь дистанцию времени скажу, что этим ковром я владею чуть ли не лучше, чем вингсютом. Но как бы то ни было, финальным испытанием был совместный полет с Артемом, и результат послужил тем самым маркером к полноценному полету на ковре в небе. Шикарная погода, чудесная компания, вертушка, и без лишней болтовни мы перемещаемся на место главного экшена этого видоса. Благодаря трубе, мне казалось, я вырос в полетных скиллах на этом ковре, и сейчас мы будем это проверять. Нашим первичным планом было отделение с воздушного шара, но его лихо подменила вот эта французская вертушка. Мы по-молодецки примерились к ней и построили наш план грамотного отделения. План с самолетной выброской мы сразу отбросили, так как поток сдует ковер вместе с его пилотом в хвост, и это попросту опасно. Короче, друзья, тесты мы все сделали в трубе, погоняли. И, в общем-то, практически успокоились, но 55 миллионов просмотров рилзов. Народ требует полета в небе. Вот у нас вот такой летательный аппарат. Хотели мы, конечно, все это дело провернуть с воздушным шаром, но воздушный шар, там меньше контроля. Во-первых, его сложнее найти. Во-вторых, он не контролируется, мы куда-то там вверх поднимаемся, и непонятно, где ты будешь выходить. Сегодня классная погода, хорошее у всех настроение. И вот мы решили попробовать. А что из этого получится, сейчас все увидите. В двух словах сейчас очень быстро. Мы будем вываливать вот этот ковер-самолет и лететь на нем, ну, грубо говоря, сюда. Андрюха выпрыгивает, и я иду вдогон за ним, вот с этого прекрасного вертолета, и снимаю это все сзади сверху. Концепция прыжка довольно проста. Поднимаемся, зависаем и для дополнительных ракурсов прыгаем втроем. Во время отделения я ложусь на коврик и мчу в сторону дроп-зоны. Далее держу коврик, бросаюсь и победоносно приземляюсь на площадке, опять же вместе с ковриком. Все просто, но как следовало ожидать, животный страх и любопытство перед неизвестностью начали одолевать, как только лопасти вертушки начали свое движение. Ну что, ребят, всем привет! И вы посмотрите на эту удивительную жизнь. Я, честно говоря, в шоке. Мы запускаем вертолет в воду. Я сижу прямо вот здесь и прямо вот так. И так я буду сидеть весь полет. Представляете? Ну, не сойти ли с ума? Вот они, менты, начали работать. Вау! Блин, это так здорово. Это так здорово. Вот такая вот история, друзья. Признаюсь честно, немножечко очкую здесь сидеть. Вот ковер, вот пацаны. Так и полетим. Даже не верится, что вот абсолютно без дверей. Абсолютно. Летчик старый дедушка, ему 67 лет. Вау, так свежо, так свежо. Опа. Вот мы оторвались. Полетели. Кайф, вообще кайф. Посмотрите, ну вы это видите. Ну как так? А вот это возможно. Это вот так. Невероятно. Клянусь. Давайте, хочется побыстрее набрать метров 500. Как можно скорее. Ребят, как всегда, красота, картинка, горизонт. Ай-яй-яй-яй, двери нету, воздух обдувает мои руки. Спросите, страшно ли мне? Ну страшно немножко, конечно, тянуться на краю. Высота 180, ну вообще никакие ворота, если честно. Даже запасочки, наверное, будет маловато. Еще бы чуть-чуть и уже, 230. В принципе, если падать, сразу надо дергать запаску, сразу. Красиво, прекрасно, очень уютно. Вот. А самое главное, посмотрите, какие со мной ребята. Ну, какие красавчики сидят, ковер несут. Ребят, представляете, вот мы, вот вы представьте, придумали эту историю. Вот мы до того докрутили, что мы только не сделали. И вот сейчас мы здесь. Я надеюсь, это будет финальный штрих такой. Такая история, такая. Летим 870 метров, практически уже совсем не страшно, но начинает становиться холодно. Холодно начинает становиться, поэтому я одену перчаточки. Ну что, друзья, если вы меня слышите, в общем, план такой, мы поднимаемся на 5000 футов, это не высоко, выше мы, к сожалению, подняться не можем, и оттуда я попробую выйти вот на этом коврике. Сначала должен быть провал, по-хорошему надо удержаться, чтобы не нырнуть, удержать горизонт. Если все пройдет хорошо, и я встречу набегающий поток, то есть шанс полететь. В общем, сейчас все увидим. А если нет, значит, все нахер бросаю и спасение. Спасение
Все, кто куда? Ну что, попытка номер 1. Сказать, что было страшно, ничего не сказать. Существует поговорка про первый блин комом, и наш ковровый эксперимент сулил все перспективы на то, чтобы стать этим самым блином. Чего бы в крайней степени не хотелось бы, но у нашего пушистого агрегата на этот полет были совершенно другие планы. Ой. Ну, что могу сказать? Ну, как говорится, значит, судьба такая у коврика. Жалко, конечно. Уже все вот. Ну ладно, что. Будем пробовать. Сказать, что именно произошло, не могу, потому что, если честно, и сам нифига не понял. Видимо, в трубе уже привык ложиться на поток, которого при старте в вертушке просто не наблюдалось. Но судьба летчика-испытателя заключается в доведении эксперимента до конца. А кто мы такие, чтобы бросать дело на полпути? Ну что, вторая попытка, коврик уцелел, я тоже, все выводы сделаны, буду подходить к отделению более обстоятельно. Посмотрим, какие сюрпризы родятся во время этого прыга. А где она? Серег, нажми на кнопку. Господи, как страшно. Давай, Славыч, давай. А вот и дроп-зона. Мы что, должны дорогу перелететь? Уже пошел? Господи, а как же это сделать-то? Оптимально, аккуратно. Тут вид работает. Причем так сильно. Господи, колесо. Ну, нормально. Могу даже Вячеславовичу подсадить. Ну давай, брат, с Богом. Давай, родимый. И собрался, разобрался, пошел. Уважаемые зрители, прошу обратить ваше внимание на этот стоп-кадр. На нем вы можете наблюдать мой открывшийся купол, а в нем коврик. Отгадайте, к каким последствиям может привести подобная встреча в небе. В общем, держать мой тряпочный дирижабль в руках при открытии была не лучшая идея. Что было дальше и как я спасся, вы можете посмотреть в моей телеге, ссылку я оставил в описании. Ну что, друзья, мы едем на поиски ковра вот на таком шикарном пикапе. Я и Серега. Какие-то поля. И мы так близко. Вот так вот мы едем на пикапе по кукурузе. Все, где-то здесь. А не вот здесь, смотри, вот левее, вот тут какая-то растоптанная. Где-то здесь? Да, вот попробуй найди его здесь. Серег, я такое видел только в кино, если честно. Серег, нашел. Вот так я иду за Серегой, пробираюсь сквозь... Это что, кукуруза? Вообще класс. Ну и чё? Я надеюсь, тут крокодилов нету? Или каких-нибудь еще непонятных хищников? Близко? Где? Ребят, смотрите. Вот вокруг ничего. Вот он упал. Родимый. It's much comfortable to work Yeah. with that. Much comfortable. Обалдеть. Вот он, миленький. Сереж, держи-ка. Ну чё, нашли родного. Есть целый. Телефончик в порядке. Вот так вот, через приложку. Давай, хлопай, 1% остался. Поехали. You know, sometimes
Ну что, кульминация этого безумного эксперимента, долгожданный прыжок и финал нашего эпичного выпуска. Здесь, наверное, нужно подвести итоги всему этому сумасшествию, и я, пожалуй, это сделаю. Вообще, я считаю, что нам очень сильно повезло, ведь нам фортуна улыбалась вообще на всех этапах. Давайте перечислю. Во-первых, это наличие и существование горизонтальной трубы в России. Их в мире всего две. Одна в Стокгольме, куда крайне сложно попасть, и другая в Перми, что в 2 часах лету от Москвы. Во-вторых, сам факт того, что нам дали провести в этой трубе наши странные эксперименты с ковром, еще одно везение. Дальше Артем. Вообще невероятно квалифицированный профессионал мирового класса. Без его идей и рекомендаций наш эксперимент попросту не сдвинулся бы с места. Опять же, он дал нам контакт Ане. Сами подумайте, ну где вы еще найдете человека, который профессионально и самостоятельно слепит ковер и вингсют воедино? Причем Аня заведует обычным ателье по пошиву одежды, а не фабрикой по изготовлению вингсютов. У меня это вообще, если честно, до сих пор не укладывается в голове. Ну и разумеется, сама дроп-зона, которая не просто дала нам провести этот эксперимент на задворках, так еще организовала этого дедулю с вертушкой и площадку приземления. И вот весь этот винегрет из везения и отличных людей позволил этому полету состояться. Ну что, друзья, готовы? Представляю вашему вниманию первый в мире полет на отечественном ковре-самолете. Поехали! Теперь касаемо коврика. Если честно, мне кажется, что на нем летать веселее и как будто бы безопаснее, чем винги. Серьезно. Все же винг для меня это какая-то смирительная рубашка, в нем попросту страшно летать. В отличие от коврика, который ты можешь в любой момент просто сбросить. Еще интересное наблюдение. Винг просыпает вниз гораздо сильнее, чем ковер. На практике наш шерстяной пепелац обладает гораздо лучшими летными характеристиками, чем винг. Короче, за время съемок этот половичок стал каким-то одушевленным предметом, и я не постесняюсь сказать, что мы сами того не знали, придумали какой-то интересный спортивный снаряд. И от этого на душе становится еще теплее. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Если так, поддержите его своим комментарием и обязательно подписывайтесь на мой канал. Также я жду вас в Телеграме, где мы можем обсудить наш эксперимент, и я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Да, и чуть не забыл, осенью мы проводим наш очередной Skydive Camp в ЮА, поэтому если желаете с нами на нем затусить, заполняйте форму ниже в описании. А вам, друзья, хорошего настроения и увидимся в новых выпусках. Right here until the end of time, until the end of time.